Хватит врать про заработок на YouTube, серьезно. Вы наверняка видели такие видео. Подключил монетизацию и понеслась. $300 за 5 дней. Вот сколько платит YouTube за 1000 просмотров. Это собирает миллионы просмотров. И честно, меня эта тема тоже зацепила, потому что деньги – тема болезненная. И особенно, когда ты живешь за границей. Но я хочу пойти другим путем. Покажу наш реальный доход с YouTube, как это работает на самом деле и как это связано с жизнью в другой стране. Потому что если ты переезжаешь, вопрос, где зарабатывать, встает очень остро. И YouTube кажется красивым ответом, иногда слишком красивым. Кто мы и почему вообще говорим про деньги? Если вы здесь впервые, мы семья, которая уехала из России, жила в Будапеште, сейчас живем в Сербии, работаем, растим 2 детей, разбираемся с документами, учим языки, адаптируемся и параллельно ведем честный канал о жизни за границей. Мы не начинали с нулем опыта, моя жена умеет снимать и монтировать, мы снимаем в основном на телефон, но понемногу докупили оборудование, чтобы делать картинки не только честные, но и красивые. Мы не гуру YouTube, мы маленький канал, который делает первые шаги в том, о чем многие мечтали, но так и не решились начать. Почему говорим про заработок? Когда переезжаешь, деньги это не сколько бы хотелось, а сколько нужно, чтобы выжить и не сойти с ума. Школа, садик, жилье, страховки, транспорт, документы. И YouTube выглядит так заманчиво, снимаешь жизнь и как будто зарабатываешь этим. Но вот здесь и начинается мифология. Мифы про монетизацию. В интернете полно роликов. $300 за 5 дней. Вот моя ставка $8 за 1000 просмотров. С нуля до $1000 в месяц. И часть этого правда. Но в этих видео всегда не хватает контекста. Где автор живет, в какой стране оформлен AdSense, какая тематика канала, какая аудитория, какой возраст канала и главное, сколько он заработал не на YouTube, а на курсах и консультациях. Без этих деталей любая цифра просто красивая цифра, а ожидания у новичков неправильные. Наши реальные цифры честно как есть. Теперь без магии. За определенный период наш канал собрал 834 028 просмотров и принес, вот здесь внимание, 106 евро. Вот она правда. Да, звучит не как история успеха, но в этих цифрах есть важные нюансы, которые в корне меняют картинку. Шортс и видео – это 2 разные экономики. С шортс у нас есть такие результаты. 85 817 просмотров и 5 евро заработок. 52 466 просмотров и 3 евро заработок. Там RPM примерно 3-7 евроцентов. Это мало, но это и не ноль. И самое интересное, у детских каналов, которые снимает моя жена, шортс реально приносит доход, потому что другая аудитория, другая страна, другая ставка. Вывод: шортсы не бесполезны. Правильный вывод: шортс это быстрые охваты, рост канала и небольшой, но стабильный доход. Длинные видео. Тут совсем другой уровень. 48 686 просмотров и 8 евро. 18 570 просмотров, 20 евро. RPM здесь 40-120 евроцентов и выше. Важно, RPM растет со временем. Старые видео живут своей жизнью и могут приносить больше, чем новые. Этот эффект мало кто понимает, но в долгосроке он решает. Быстро, как вообще устроена монетизация? Не буду делать длинную лекцию, коротко, нужны 1000 подписчиков плюс 4000 часов за последние 365 дней для видео и 10 миллионов просмотров за последние 90 дней для шортс. Подключайте AdSense, указывайте страну, очень важный шаг. В идеале страна та, где у вас есть документы. Если вы живете за границей, все проще. Если вы из РФ или Беларусь, возникают костыли. Знакомые, доверенные люди, Казахстан, ВНЖ и так далее. Мы не лезем глубоко в серые схемы, мы за то, чтобы все делать максимально чисто. Страна проживания равна страна аккаунта и налогообложения. То, о чем никто не говорит – психология YouTube. Монетизация – это технически просто, психологически нет. Что оказалось тяжелым? Неприятные комментарии, иногда прям в сердце. Боязнь камеры, даже если есть опыт, говорить сложно. Боязнь знакомых. А что подумают? А не стыдно ли? А не смешно ли я выгляжу? Непредсказуемость алгоритма. Видео хорошее, а YouTube его не продвигает. Семейный формат, дети, быт, работа и все это параллельно съемкам. Про это никто не предупреждает, но это реальность. Почему увязываем YouTube и переезд? Потому что YouTube это не заработок, это инструмент в жизни за границей. Он помогает документировать путь, находить людей,
создавать комьюнити, делиться опытом, который стоит золота, приводить аудиторию на гайды и проекты, открывать двери в новые возможности. Мы маленький канал, но уже видим, к нам приходят люди, спрашивают советы, просят помощи, предлагают идеи и просто говорят спасибо. Это невидимая монетизация, которая часто ценнее денег. Кому стоит задуматься о своем канале? Если вы живете за границей, думаете о переезде, хотите делиться опытом, чувствуете страх начать, вы уже в идеальной точке. У вас уже есть история, а история – самая дорогая валюта YouTube. Финальный вывод. Наши цифры не похожи на сказочные $300 за 5 дней. И это отлично, потому что реальность – средний RPM 14 евроцентов. Шортс ниже, видео выше, RPM растет. Старые видео работают на вас, деньги пока небольшие, но канал растет. А что мы получили? Опыт, уверенность, реакцию людей, благодарности, новые возможности и ощущение, что наш путь кому-то помогает. Если вам интересна честная история YouTube и настоящая жизнь за границей, подписывайтесь. Мы не продаем мечту, мы показываем путь. И будем честно рассказывать, что происходит дальше. И возможно, вы начнете свой путь вместе с нами.